Да. Эй! Сегодня я расскажу вам сказочку, после которой страх от экзаменов уйдет навсегда. Главное, досмотрите до конца. Чего воротите носом? Считаете себя больно умными для подобных вещей? Тогда сказка будет психологическая. Я даже кого-нибудь убью для накала сюжета. Предупреждаю, с рисованием реквизита помогал местный дурачок. Чтобы не было лишних вопросов, я держу его в плену. Итак, где-то тут был сценарий. Нашел. Представляю вашему вниманию малобюджетный театр Филина Иннокентия. Нет, не то. Тростевой театр абсурда. Может так. Театр безумства. Театр Да у меня ни малейшего понятия, как его назвать. Давайте поступим так. Кто предложит лучшее название в комментариях, такое я и использую. Вот она, демократия. Хотя бы тут. Итак, сказка. Краткое сияние чистого разума или страх неудачи. Типичное начало. Дело было в царстве-государстве. Стены у замка белые, помыслы у царя чистые. Народ так себе. Но вы знаете, у великих царей народ всегда какой-то не такой. Нищий и грязный. Тут выходит боярин и говорит: как они могут быть такими грязными при таком чистом царе? На что боярка ему отвечает: им надо лучше держаться. К примеру, пить дубовый отвар. Но вот он, юный Еврастений. У него скоро сдача экзаменов. Куда? В подмастерье к известному надувателю хрусталя. Привет! 50 экзаменов, 1000 крестьянских детей на одно место, а потом всего лишь 20 лет обучения и работы на себя. Успех так близок. Налога всего лишь 30% от доходов в государственную казну и 90% великому игу. Одним словом, стабильность. Вся эта ответственность за свое будущее давит на него. А тут еще родители твердят: думать о будущем нужно сейчас, бла-бла-бла. Посмотри на Олега, сына маминой подруги. Он уже 40 лет сапожник. Это стаж, накопления. Даже не сидел. Мы просто хотим для тебя лучшей жизни, чем было у нас. Чтобы к хлебушку было немножко соли. Родители давят на Еврастения, поэтому он боится неудачи. На кону экзаменов целая жизнь, а в итоге долбанный стресс. Он не готовится к экзаменам. Он прокрастинирует в одиночные митинги. Нет, чтобы в игры с палками, как нормальные пацаны, а он все пытается изменить политический строй. Но вы послушайте, как он рассуждает. Если не будет правительства, тогда общество погрузится в анархию. Все лишатся работы. Мне не придется сдавать экзамены. Гениально! Глупый Еврастений. После того, как его доизбивала стража за митинги в неположенном королевстве, он отправился к шаману, что жил на Злостной горе. Но тот ушел в поход к царю. Еще была ведьма в мрачном лесу, но ее убила ирония сценариста. Казалось бы, сама судьба противостоит ему. Как вдруг он вспомнил слова придворного министра, ведающего оскорбленностью и инквизицией. Запомни, сынок, разум опаснее магии. Однако разум хорошо горит. Разум, точно. Разум поможет ему. Не его, конечно, разум. Для этого ведь нужно напрягаться. Так и самому можно было бы учить материалы, но нет, Еврастений не из таких. Так,
А где же он? И в растении бежит к речному каналу, где живет мудрец. О его разуме слагали легенды. Его идеями восторгались заморские философы. Его размышления были больше, чем само величие царя. Поэтому мудрец жил в грязной бочке. О, великий! Не надо лишних слов, ученик. Ты не первый, кто приходит на этот канал, чтобы просить совета у старого философа. Ответь, что ты делаешь на самом деле? Бежишь от экзаменов, пытаешься совладать со страхом, заглушить весельем, перебороть его митингами. Я же скажу тебе, бойся, не беги от страха, погрузись в него сполна, ведь эта эмоция твоя часть, она — это ты. Если ты пытаешься ее спрятать, то становишься неполноценным. Но если ты признаешь страх, почувствуешь его, а затем посмотришь в его темные глаза, то ты увидишь свою боль. Это и есть твоя рана, источающая страх. Прими эту часть себя. Обними страх неудачи за то, что защищал тебя, и поблагодари. Если все сделаешь правильно, масса энергии высвободится из твоего сердца. Тебя начнут переполнять силы. И тогда ты перестанешь притворяться и станешь по-настоящему храбрым. Этой искренностью перед самим собой хватит, чтобы найти дело, которое будет тебя зажигать. Ты воспылаешь, и этот огонь даст тебе силы учиться с легкостью и удовольствием. Я все сказал. Вы хотите сказать, что огонь даст мне силы учиться? Ну я же все сказал. Да, ты прав. Теперь я все понял. Благодарю вас, мудрейший, вы открыли мне глаза. Мудрец был прав. Огонь помогает найти работу. Вот и сказочки конец. Кто подписался, молодец.